Что толкает людей становиться частью преступного мира? Влияние? Деньги? Или, возможно, простое желание разрушить все на своем пути? Меня зовут Нокс, и сегодня мы погрузимся в самые темные и шокирующие истории адских ангелов. Людей, которые превратили свою жизнь в постоянную борьбу с законом. Вы узнаете, что на самом деле скрывается за кожаными куртками и хромированными мотоциклами. А истории, которые я расскажу, перевернут ваши представления о криминальном мире. Джозеф Ланчия. Если кто-то думает, что я склоню голову и буду умолять о пощаде, то они ошибаются так же сильно, как присяжные, которые осудили меня. Да, я увижу вас всех в аду. Запомните это. Эти слова произнес Джозеф Ланчия, человек, чей характер и поступки сделали его символом того, почему адских ангелов называют именно так. Джозеф Ланчия, президент отделения адских ангелов в Род-Айленде, был известен своим влиянием и харизмой. Его репутация всегда находилась на грани. Его имя звучало в связи с многочисленными криминальными историями. Но события июня 2019 года потрясли даже тех, кто привык к слухам о его дерзких поступках. Клуб адских ангелов в Провиденсе выглядел неприступным. Массивное здание, железные ворота, камеры наблюдения. Это было место, где члены клуба собирались, строили планы и обсуждали стратегии. Но в этот день ситуация вышла из-под контроля. Ричард Стано, якобы связанный с конкурирующей группировкой, направил свой грузовик прямо к воротам клуба. Трения между адскими ангелами и Стано продолжались уже несколько месяцев, и это противостояние превращалось в серию провокаций и угроз. Члены клуба внимательно следили за грузовиком, наблюдая за каждым его движением. Ланчия вышел из клуба, держа в руках пистолет, а затем прозвучал выстрел. Пуля попала в грузовик, вызвав мгновенный хаос. Полиция прибыла в считанные минуты. Они окружили клуб и провели дерзкий дневной рейд. Джозеф Ланчия был арестован прямо на месте. Камеры наблюдения предоставили неопровержимые доказательства. Видео показало, как он хладнокровно поднял оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Расследование показало, что это была не просто реакция, а продуманный шаг. В момент выстрела дети играли неподалеку, а сам грузовик находился в опасной близости от школы. Судебный процесс стал событием года. Прокуроры описали Ланчия как человека, не признающего законов и правил. Защита, в свою очередь, утверждала, что он действовал в целях самообороны. Несмотря на громкие заявления защиты, видеозапись и показания свидетелей оставили мало сомнений. Суд приговорил Джозефа Ланчия к 5 годам тюрьмы за нападение с применением оружия. Адам Ли Холл. Адам Ли Холл – имя, ставшее синонимом жестокости и циничной готовности на все ради собственной выгоды. Этот член адских ангелов из Массачусетса вошел в историю как человек, готовый уничтожить любых свидетелей, способных встать у него на пути. Дело началось с обвинений против Холла в 2011 году. Тогда его заподозрили в нападении с применением бейсбольной биты, подозревая в краже карбюратора. Однако главным ударом для Холла стало то, что его жертва, Дэвид Глассер, решился дать показания в суде. Для Холла это означало конец. Он знал, что если Глассер выступит, ему грозит длительный тюремный срок. 2 года спустя, в сентябре 2011 года, ситуация приняла мрачный оборот. Глассер, а также его друзья Эдвард Фрэмптон и Роберт Чедвелл, исчезли. Их тела позже были найдены, разрезанные, завернутые в пластиковые мешки и закопанные. Автопсия показала, что перед смертью их подвергали пыткам, а затем застрелили. Следствие установило, что Холл был инициатором убийств. Он организовал встречу с Глассером под предлогом примирения, но вместо этого схватил его и 2 его друзей. Для Холла они были лишь нежелательными свидетелями, которых необходимо устранить. Прокуратура представила показания 2 соучастников Холла, которые подтвердили его роль в преступлении. Они подробно рассказали, как Холл лично пытал и убивал жертв, а затем руководил уничтожением улик. Несмотря на отсутствие прямых улик, таких как ДНК или отпечатки пальцев, их показания стали ключевым доказательством. Защита пыталась оспорить достоверность свидетелей, утверждая, что они могли свалить вину на Холла, чтобы смягчить свои собственные наказания. Однако это не помогло. Суд признал Холла виновным по всем пунктам.
убийство 3 человек, похищение и запугивание свидетелей. Судья приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Семьи жертв, хоть и испытывали облегчение, были потрясены жестокостью преступления. Этот случай стал одним из самых резонансных за всю историю адских ангелов. Джей Уит. На очереди дело, которое шокировало не только Америку, но и весь мир. Джей Уит, участник клуба адских ангелов, стал главным обвиняемым в убийстве. Да еще каком. Все началось 14 июля 2013 года, когда в клубе адских ангелов в Небраске обнаружили тело Уильяма Ферлинга. Он лежал лицом вверх возле бара, без признаков жизни. Камеры наблюдения зафиксировали, как Джей Уит вместе со своей девушкой Тамми Кэг вошли в здание клуба около 2 часов ночи. Все выглядело совершенно обычно. Но через несколько часов видеозапись показала, как пара покидает клуб с подозрительным пластиковым пакетом. Уит старательно протирал дверные ручки, явно пытаясь уничтожить улики. Расследование показало, что Уит и Кэг поехали на заправку, а затем скрылись в Айове. Через 2 недели после выдачи ордера на арест Джей Уит был задержан. Допросы выявили ключевую деталь. Кэг призналась, что Уит разбудил ее со словами: «Ты увидишь труп, когда спустишься вниз». Прокуроры обвинили Уита в убийстве 2-й степени и применении оружия при совершении тяжкого преступления. На суде детективы рассказали, как обнаружили тело Ферлинга, а показания Кэг стали одним из решающих доказательств. Она призналась, что помогала Уиту избавиться от улик из страха перед ним. Судебный процесс длился несколько месяцев. Несмотря на аргументы защиты, присяжные вынесли обвинительный приговор. Уит был приговорен к 30 годам лишения свободы. Однако его история не закончилась. Вскоре после заключения в тюрьме он умер при загадочных обстоятельствах. Кай Вавис. Если жестокость Джея Уита поразила общественность, то история Каи Вависа вызвала шок не только своими преступлениями, но и его пугающим образом. Вавис, также известный как Рой Гински-младший, был не просто соучастником убийств. Его внешность, острые зубы, имплантированные рога и раздвоенный язык стала символом ужаса и зла. Полиция выяснила, что Вавис вместе с Холлом и другим сообщником участвовал в пытках и убийствах Дэвида Глассера, Эдварда Фрэмптона и Роберта Чедвелла. Их цель была ясна – любой ценой предотвратить показания Глассера в суде. Следствие обнаружило, что Вавис не только участвовал в расправе, но и наслаждался этим. В его квартире нашли схемы анатомии человека, ножи и мачете. Свидетели рассказывали, что он получал удовольствие от пыток. На суде защита утверждала, что Вавис не находился на месте преступления. Его адвокаты указывали на отсутствие физических доказательств. Однако прокуратура представила кровь, найденную в его машине, и многочисленные свидетельства, которые указывали на его причастность. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению без права на УДО. Когда был оглашен приговор, Вавис закричал в зале суда: «Я увижу вас всех в аду». Его фигура останется одной из самых мрачных в истории адских ангелов. Стивен Сандерс. В июне 2013 года Стивен Чарльз Сандерс, бывший президент Сан-Диегской ячейки «Ангелов Ада», оказался в центре громкого дела. Его имя всплыло в связи с серией похищений, нападений и даже попыток убийства. Этот человек, некогда пользующийся абсолютной властью в своей банде, теперь стал объектом пристального внимания правоохранительных органов. Но как лидер преступной группировки оказался на скамье подсудимых? В 2000-х годах Сандерс обладал практически неограниченной властью. Его решения не оспаривались, а его слово было законом для членов банды. В апреле 2007 года он инициировал изгнание одного из членов банды, Ника Нефа, поставив его в плохое положение перед остальными. Для ангелов ада это означало смертный приговор, но вместо убийства Неф подвергся унизительному наказанию. Его татуировки, символизирующие принадлежность к банде, были уничтожены. Это послужило предостережением для других. Предательство не прощается. Однако на этом история не закончилась. Сандерс вместе с 2 другими членами банды похитили Нефа, заставив его подписать права на его мотоцикл и разграбив его дом. Эта операция была проведена с пугающей холодностью и расчетом. Но что было особенно шокирующим,
так это то, что такие действия стали для банды обыденностью. Разоблачение лидера. К 2010 году власть Сандерса стала шататься. Его имя все чаще связывали с преступлениями, которые выходили за рамки даже криминальных правил. Одним из его жертв стал сотрудник мотоциклетного магазина Престон Джеймс. Что началось как обычный рабочий день, закончилось кошмаром. Сандерс и два его подручных жестоко избили Джеймса, похитили его и украли его мотоцикл, а затем ограбили его дом. Эти действия еще сильнее укрепили репутацию Сандерса как человека, способного на все ради удержания власти. Но, несмотря на всю свою жестокость, Сандерс не смог избежать закона. Правоохранительные органы начали масштабное расследование, которое привело к его аресту. На суде прокуроры представили обвинения в похищениях, попытках убийства, разбоя и шантаже. Сандерсу также вменяли намерение устранить свидетелей, включая сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать наказания. Судебный процесс был насыщен драматичными моментами. Адвокаты Сандерса пытались представить его как жертву системы, утверждая, что он стал мишенью для обвинения из-за своей принадлежности к банде. Но доказательства говорили обратное. Свидетели, включая бывших членов «Ангелов Ада», подтвердили его причастность к преступлениям, а также рассказали о его приказах устранять любых, кто угрожал банде. Приговор. В итоге суд вынес Сандерсу суровый приговор – 25 лет тюремного заключения. Прокуроры отметили, что этот срок стал результатом соглашения о признании вины, что позволило избежать более длительного процесса. Сандерс утверждал, что его вынудили пойти на сделку, и он до последнего отрицал свою вину, заявляя, что его оклеветали. Но его слова не изменили мнение общественности. Люди, следившие за процессом, видели в нем преступника, который использовал страх и насилие для удержания власти. Даже члены его банды начали отворачиваться от него, понимая, что его действия стали причиной разгрома их ячейки. Приговор Сандерсу стал важным сигналом для других членов банды. Власть ангелов ада начала ослабевать, а их лидеры оказались под прицелом закона. Однако, как показала история, это не конец их деятельности. Впереди новые дела и новые обвинения. Следующее дело переносит нас в Соному, где лидер местной ячейки оказался замешанным в еще более шокирующем преступлении. Сонома, кровь и власть. В сердце Калифорнии, в округе Сонома, очередной лидер ангелов ада Продемонстрировал, что пределы жестокости для этой банды практически не существуют. Джонатан Нельсон, также известный как Джон Джон, был одним из самых влиятельных членов банды. Но именно его действия стали причиной одного из самых громких процессов против ангелов ада в истории. Нельсон и двое его сообщников, Брайан Уин и Рассел Тейлор, прозванный Расти, оказались в центре расследования, охватывающего не только убийство, но и вымогательство, нападение и запугивание свидетелей. Главным эпизодом, ставшим ключевым в деле против Нельсона, стало убийство бывшего члена банды Джоэла Силвы. Силва стал проблемой для ангелов ада, так как его поведение и конфликты с другими членами подорвали их внутреннюю дисциплину. Нельсон, возглавлявший тогда местное отделение банды, принял решение, что Силва должен умереть. План был прост – заманить его в клуб Фресно, где Уин хладнокровно застрелил его в голову. После этого тело было сожжено, чтобы скрыть следы. Но убийство Силвы было лишь вершиной айсберга. Расследование показало, что Нельсон и его соратники использовали запугивание и насилие, чтобы удерживать власть и устранять угрозы. Свидетели утверждали, что члены банды не только угрожали жизни тех, кто мог пойти против них, но и запугивали их семьи. Это создает пугающую картину криминальной сети, где страх и насилие становятся основным инструментом управления. Расследование и разоблачение. Федеральные и местные правоохранительные органы потратили годы на сбор доказательств против Нельсона и его банды. Операция по поимке преступников превратилась в координацию между многочисленными агентствами, включая Федеральное бюро расследований, Дорожный патруль Калифорнии и полицию Санта-Розы. Во время рейдов по всей стране, связанных с делом ангелов ада, было арестовано множество членов банды, включая Нельсона и его сообщников. Но одной из самых шокирующих частей этого расследования стало то,
насколько глубоко ангелы ада были вовлечены в другие преступления. Судебный процесс против Нельсона, Уинна и Тейлора стал кульминацией долгого и кропотливого расследования. Прокуратура представила неоспоримые доказательства их причастности к убийству Силвы, а также к другим преступлениям, включая вымогательство, нападение и запугивание свидетелей. Одним из самых весомых доказательств стало признание одного из членов банды, который согласился сотрудничать с властями в обмен на смягчение приговора. Его показания пролили свет на внутренние механизмы банды и ее жестокие методы. Падение лидера. Вердикт по делу был ожидаем, но от этого не менее резонансен. Все трое обвиняемых были признаны виновными по всем пунктам обвинения, включая участие в заговоре с целью убийства и вымогательства. Джонатан Нельсон, Брайан Уинн и Рассел Тейлор получили пожизненные сроки без права на условно-досрочное освобождение. Это решение стало важным моментом в борьбе с ангелами ада, но оно также подчеркнуло, насколько глубоко укоренился их криминальный бизнес. Реакция обвиняемых была ожидаемой. Никакого раскаяния, никаких слов сожаления. Для них это было частью игры, в которой они давно приняли правила. Но для семей жертв это было маленькой победой. Их жизнь уже никогда не станет прежней, но они хотя бы знали, что виновные не выйдут на свободу. История Нельсона и его подельников стала еще одним напоминанием о том, что, несмотря на всю их силу и власть, закон способен настигнуть даже самых жестоких преступников. Однако ангелы ада – это не просто отдельные лидеры, это целая система, которая продолжает существовать и действовать. Если вам интересны такие видео, обязательно подписывайтесь, а если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то у вас есть возможность попасть в нашу команду. Пишите в наш Telegram-бот, ссылка в описании. До новых встреч!